В 1980 году отец и сын приходят на болото в Ирландии. Металлодетектор. Разрешение от хозяина земли есть, на копку нет. Сигнал. Копают. И достают церковную утварь VIII века, чашу для причастия, которую монахи прятали от викингов 1000 лет назад. Оценка 5,5 миллионов фунтов. Получили 50 тысяч. Потому что в Ирландии все найденное — собственность государства. Закон приняли прямо из-за них. Это одна из 15 историй в этом видео. Все они про одно. Люди прятали самое ценное там, где просили помощи у богов. Зарывали в землю, бросали в воду, замуровывали под алтарями. И металлодетектор все это достает. Разные боги, разные тысячелетия, разные страны. Но одна общая мысль. Если кто-то молился достаточно сильно, он оставлял след из золота. Поехали. Начнем не с золота, начнем с костей. Польша, север страны. Небольшое высохшее озеро рядом с деревней Попово-Бискупе. 23-й год. Группа детектористов из Куявско-Поморской группы исследователей истории работает на дне этого озера, точнее на месте, где оно было. В конце 19 века озеро осушили, с тех пор просто поле. Сигнал. Потом еще один, потом еще. Они достают бронзовые украшения, ожерелья, браслеты, подвески, потом их становится больше, потом гораздо больше. В итоге 550 предметов. Все бронза. Возраст от 3200 до 2500 лет. Это лужицкая культура. Если это имя ничего не говорит, запомните просто. Они жили на территории современной Польши и Германии, строили укрепленные деревни на сваях над водой и любили прятать металл. Считали воду границей между миром живых и чем-то другим. Вода — это переход. Что там за ней, боги решали сами. Но это не главное в этой истории. Когда начали копать глубже и шире, нашли кости, человеческие. 33 человека. Младенцы, дети, подростки, взрослые. Радиоуглеродный анализ показал, люди там были раньше украшений. По возрасту между 1000 и 750 годом до нашей эры. То есть сначала приносили людей, потом перестали и начали бросать в воду металл. Ученые написали в журнале «Антиквити» прямо: это переход от человеческих жертв к металлическим подношениям. В какой-то момент кто-то решил, что бронзовое ожерелье — достаточная замена человеку. Среди украшений нашли стеклянную бусину из Средиземноморья. То есть эти люди торговали, были частью большого мира, и все равно бросали золото в воду. Что за бог жил в этом озере, неизвестно. Как называлась религия этих людей, тоже. Но место работало. 1000 лет люди приходили к этому озеру и оставляли там самое ценное. Сначала людей, потом металл. Если смотреть честно, это и есть религия в самом древнем виде. Ты боишься, ты отдаешь, ты надеешься. И вот деталь, которая многих удивляет. Среди украшений — стеклянная бусина. Анализ показал — стекло из Средиземноморья, из Египта или с Ближнего Востока. То есть эти люди торговали. За 1000 лет до нашей эры без письменности, без городов, в нашем понимании, они были частью большой торговой сети. Янтарь из Балтики шел на юг, бронза и стекло шли на север, и при этом бросали золото в озеро, потому что богатство без благодарности богам — это риск. Так думали многие, везде, в разное время. Стоимость отдельного артефакта — несколько тысяч долларов. Но как место — один из самых красноречивых ритуальных памятников всей Польши. Статья в «Антиквити» — один из самых цитируемых текстов по археологии Центральной Европы в 1924 году. 5 июля 2009 года. Терри Херберт, безработный, 50 лет. Поле под Личфилдом, Стаффордшир. Детектор подержанный. Фермер разрешил ходить. Поле только что вспахали. Первый сигнал, потом еще. Потом Херберт звонит фермеру и говорит: тут что-то большое. Несколько дней он копал один. Потом позвонил властям. 5 килограммов золота, почти 1,5 килограмма серебра, 3500 гранатов, 4600 предметов. Стаффордширский клад — крупнейшее собрание англосаксонского золота и серебра в мире до сих пор. Вдвое больше, чем нашли в Саттон-Ху, самом знаменитом англосаксонском захоронении. Херберт потом говорил: «Я просто не мог остановиться. Они не переставали появляться».
Оценка – 3,25 миллиона фунтов. Это больше 5 миллионов долларов. По британскому закону о кладах половина находчику, половина фермеру. Херберт получил 2,5 миллиона долларов. Но это все история про деньги, а нас интересует другое. Почти все в этом кладе военное. Навершие мечей, рукояти, накладки, детали шлемов. Ни одной монеты, ни одного женского украшения, ни одного предмета быта. Это чей-то арсенал или трофеи. Содержимое 100 мечей без самих клинков. И вот тут начинается странное. Гранаты в украшениях. Химический анализ показал, они из Шри-Ланки или из Афганистана. Туда по Великому Шелковому пути, оттуда снова на запад. 700 лет, как упала Римская империя, а торговля на полпланеты все еще работала. Среди 5 килограммов оружейного золота нашли 3 предмета, которые туда никак не вписываются. 2 золотых креста и тонкую золотую полоску с надписью «Латынь». Слова из книги чисел, 10 глава, 35 стих. «Восстань, Господи, и да рассеются враги Твои, и добегут от лица Твоего ненавидящие Тебя». Молитва перед битвой. Из Ветхого Завета. Написано с ошибками. 2 слова перепутаны. Ученые из Сент-Эндрюсского университета говорят, это значит, что писал не профессиональный монах, кто-то другой. Возможно, сам воин. Латынь знал, но не идеально. Этот текст из чисел был особенным. В православной традиции его гравировали на крестах. Использовали при освящении церквей. Это была молитва заклинания, буквально «Господи, разгони моих врагов». Здесь она лежит на золотой полоске среди 100 мечей. Один из нагрудных крестов, по версии ученых, мог принадлежать священнослужителю. Может, епископу. Вопрос, на который нет ответа, зачем это было закопано. Версия первая. Военные трофеи, спрятанные в спешке. Войска Мерсии победили христианских соседей, сорвали золото с оружия, закопали перед следующим походом. И не вернулись. Версия вторая. Ритуальное уничтожение. Часть предметов была сломана и согнута до захоронения. Намеренно. В германской и кельтской традиции это называют убийством вещи. Она уходит к богам, уже непригодной для живых. Версия третья. Жертвоприношение. Последний великий языческий король Мерсии Пенда побеждал христианских королей Нортумбрии и Восточной Англии. Он снимал золото с оружия побежденных. Кресты оказались в куче трофеев, потому что их просто отодрали от щитов. Поэма «Беовульф» написана примерно тогда же. Там есть строфа про сокровище, которое закопали в поле и забыли навсегда. Ученые спорят, не про этот ли клад она. Поле стоит там же. Терри Херберт иногда возвращается туда. Говорит, не ищет, просто ходит. Но был еще один момент в этой истории, про который часто забывают. Херберт копал один несколько дней, никому не говорил. Потом позвонил властям. Он мог продать, тихо. Монетный дворец Германии, анонимный аукционный дом, закрытый коллекционер. 5 килограммов золота VII века уходят с рынка раз в 100 лет. Не продал, сдал, получил по закону. Ученые 10 лет изучали клад. Результат – книга, 3 монографии, выставка в Британской библиотеке. Гранаты анализировали в 7 лабораториях мира. Шлем реконструировали по фрагментам. Без Херберта этого бы не было. Поле перепахали бы заново, все смешалось бы с землей. Иногда то, что человек делает с находкой, важнее самой находки. 17 февраля 1980 года. Ирландия. Графство Типерери. Торфяное болото. Посреди болота небольшой клочок суши. На нем руины монастыря VIII века. Место называется Деренафлан, дубовая вершина. Монастырь основали еще в VI веке. Потом была золотая эпоха ирландского монашества, когда монахи из Ирландии шли по всей Европе и несли книги туда, куда дошел меч Рима, но не дошла грамотность. В IX веке начались викинги. Отец и сын. Уэбб-старший и Уэбб-младший, оба с детекторами. Разрешение от хозяина земли есть. Разрешение копать на охраняемом памятнике нет. Но кто об этом думает, когда сигнал такой сильный? Под слоем торфа бронзовая чаша, а под ней серебряная чаша для причастия. Потом патена,
плоское блюдо, на которое кладут гостью во время мессы. Потом ситечко для вина, чтобы процеживать перед причастием. Тонкой работы. Серебро, золотая филигрань, 54 янтарных камня. Это полный набор монастырской утвари VIII века, единственный сохранившийся в Европе. Историк искусства Майкл Райан написал потом: «Это самое сложное и роскошное выражение церковного стиля раннесредневековой Ирландии в период его зрелости. По стилю чаша похожа на знаменитую ардакскую чашу, которую нашли в том же регионе в XIX веке и которая считается одним из шедевров кельтского металлургического искусства. Возможно, обе вышли из одной мастерской. Монахи прятали это от викингов, где-то в IX или X веке, когда набеги шли один за другим. Они все сложили в бронзовую чашу-чехол, опустили в яму у стены монастыря и ушли. И не вернулись. Или вернулись, но не нашли. Когда Уэббы добрались домой, позвонили археологу. Та сказала одно: «Немедленно несите в Национальный музей». Там оценили. Специалисты Сотбис подтвердили: 5,5 миллионов фунтов. Государство предложило 10 тысяч. Уэббы отказались. Началась судебная война на 7 лет. В 1986 году высокий суд встал на их сторону. Клад стоит 5,5 миллионов, государство должно выплатить. Страна была в кризисе. Безработица, жесткая экономия, сокращение везде. По телевидению показали Уэбб-старшего с бокалом шампанского, когда пришло решение суда. Ирландцы разъярились. В 1987-м Верховный суд все перевернул. Клад принадлежит государству. Потому что при раскопках на охраняемом памятнике все идет государству. Вознаграждение — 50 тысяч фунтов. Суд при этом написал в решении: поведение Уэббов было, безусловно, похвальным. Они немедленно сообщили о находке. Они не пытались продать, они просто хотели справедливой доли. Получили в 110 раз меньше рыночной оценки. И еще один результат этой истории. В Ирландии запретили металлодетекторы. Полностью. До сих пор. Без специальной государственной лицензии штраф и до 5 лет тюрьмы. Один клад изменил законодательство целой страны. Чаша стоит в Национальном музее в Дублине, за стеклом. Охраняется как национальное достояние. Уэббы там бывали. Говорят, смотрели долго. Один ирландский журналист написал потом: «Ирландское государство сделало все правильно юридически и все неправильно по-человечески». Есть версия, неофициальная, что Уэббы до конца жизни считали это несправедливым. Они нашли, они сообщили, они не пытались продать. И они получили меньше 1% от оценочной стоимости. Закон изменился. В Ирландии теперь нельзя ходить с детектором вообще, без специальной лицензии. Но вот что интересно. В Британии можно. И британские детектористы находят клады регулярно и сообщают. Потому что выгодно и потому что система работает. В Ирландии все тихо, потому что закон запрещает. Но земля там такая же богатая. Те же монастыри, те же викинги, те же тысячелетия. Просто никто с детектором не ходит. Диранофланская чаша изменила ирландское законодательство. Это факт. Изменила ли она это в лучшую сторону? Это вопрос. Это история про 2 кораблекрушения в одном месте, но с разницей в 1000 лет. Кесария — древний портовый город на побережье Израиля, в 35-м километре к северу от Тель-Авива. Этот город построил Ирод Великий, тот самый. Назвал в честь императора Августа, сделал из него главный порт Восточного Средиземноморья. Гавань по тем временам — инженерное чудо. Бетонные блоки под водой, маяк, склады. Апостол Петр пришел сюда и здесь крестил первого нееврея, сотника Корнилия. Это описано в Деяниях апостолов. Именно с Кесарии христианство начало выходить за пределы еврейского мира. Апостол Павел сидел здесь в тюрьме 2 года. Отсюда его везли в Рим на суд. 21 год. Морская археологическая служба Израиля работает с подводными детекторами у берега. Глубина 4 метра. Буквально пляж. 2 корабля. Оба разбились одно в одном месте. Просто в разное время. 1-3 век нашей эры. На дне нашли монеты, бронзовые колокольчики, их вешали от злых духов, статуэтку орла, маску актера и кольцо, золото, 8-угольное, с зеленым камнем. На камне вырезан молодой пастух.
ягненок на плечах. Добрый пастырь. В III веке Христа еще не изображали напрямую. Это было опасно. Только символами. Пастырь, несущий заблудшую овцу, это было одно из первых кодовых изображений Иисуса. Кто знает, поймет. Кто донесет властям, увидит просто пастуха. Кольцо маленькое. Куратор музея Хелена Соколов сказала, скорее всего, женское. Владелица была ранней христианкой в городе, где это только начиналось. В городе, где рядом жили римляне-язычники, евреи, греки. Христиан в III веке казнили. Не всегда, не везде, но казнили. Когда корабль пошел ко дну в шторм, она, возможно, погибла вместе с ним. Или добралась до берега. Но кольцо осталось на дне. Второй корабль. XIV век. Рядом. Другой состав. 560 серебряных монет. Мамлюкский период. Мамлюки — это те, кто в 1265 году взяли Кесарию у крестоносцев. По всей видимости, эти монеты были налоговым сбором, которые везли из подвластных территорий в Каир, к египетскому султану. Шторм решил иначе. Два корабля. Раннее христианство и средневековый ислам. Оба на дне в одном и том же месте. Стоимость кольца официально не называется. Оно бесценно исторически. Таких единицы. Монеты несколько сотен тысяч долларов. Но главное — кольцо. Потому что это не просто украшение. Это то, как выглядит вера, когда ее нельзя показывать открыто. Кесария потом прошла через много рук. Рим, Византия, арабский халифат, крестоносцы, мамлюки, Отtomанская империя, британский мандат, Израиль. Каждый оставлял слой. Монеты, стены, амфоры. Морские археологи находят там что-то каждый сезон, буквально. Город под водой у берега — это как слоеный пирог. III век, XIV век, VI, I. Все вместе. Все в 4 метрах глубины. Кольцо хранится в израильском управлении древностей в Иерусалиме. Раз в несколько лет его показывают на выставках. Владелицу так никто никогда и не узнает. Только то, что она была и что верила. Эта история не про деньги, предупреждаю сразу. Польша, деревня Вулканилиска, 24-й год. Анонимный детекторист находит что-то маленькое, 2,5 см в диаметре. Свинец с оловом, круглое. Он отдает это археологу Тамашу Мужинскому. Тот работает с детектористами, помогает идентифицировать. Мужинский смотрит, потом смотрит еще раз. Это паломнический знак, значок средневекового пилигрима. На нем базилиск, легендарная змея из европейского фольклора, которая убивает взглядом. Немного про то, что это такое. В средние века, с XI по XVI век, по дорогам Европы шли тысячи людей, пешком, месяцами, в Рим, в Иерусалим, в Сантьяго-де-Компостела на севере Испании, где лежат мощи апостола Иакова, в Кентербери, в сотни других мест. Этих людей называли пилигримами или паломниками. Путь был опасным — разбойники, болезни, плохая погода, незнакомые места. У каждого крупного святое места, места поклонения, продавали значки, знаки того, что ты там побывал. Их делали из дешевого свинца, чтобы могли купить даже бедные. Прикалывали к плащу, шляпе, сумке. Такой значок говорил встречным: «Я паломник, я иду к святому месту. По всем церковным законам не трогай». Считалось, что значки защищают от болезней, от нападения, от случайной смерти в дороге. Найденный знак с базиликом — редкость. Обычно на таких значках святые, ракушки, кресты. Мифические существа встречаются реже. Но суть не в этом. Когда смотришь на него, думаешь о конкретном человеке. Не о короле, не о монахе, о ком-то простом, кто боялся умереть в дороге, кто верил, что кусочек свинца с нарисованной змеей чем-то поможет. Добрался ли он до Рима или Сантьяго, неизвестно. Вернулся ли домой, тоже. Значок просто лежал в земле 700 лет. Маршруты паломников были одними из главных дорог средневековой Европы. Сантьяго-де-Компостела в Испании, Рим, Иерусалим, Кентербери. По этим дорогам шли не только верующие, торговцы, шпионы, беглые. Просто люди, которым нужен был повод выйти из деревни, где они застряли на всю жизнь. Значок паломника открывал двери, монастыри давали ночлег. Местные жители иногда кормили.
Разбойники, теоретически, должны были не трогать. Теоретически. Проще говоря, разбойники читать не умели и на кусочек свинца не смотрели. И все равно шли с этим знаком, веря, что базилиск на свинце что-то значит. Этот конкретный знак нашли в Польше. Значит, кто-то шел через эти места. Куда, откуда, не знаем. Значок просто лежал в земле 700 лет. В британской базе находок в Британии 1,5 миллиона записей, из них несколько сотен тысяч средневековые находки. Значков паломников — тысячи. Каждая чья-то история. Большинство без имен. 2001 год. Лестершир. Кен Уоллес, учитель на пенсии. Детектор он купил за $300. Первые сигналы — монеты. Потом еще монеты. Потом он позвонил в Лестерский университет. Дальше копали профессионалы. И то, что они нашли, изменило понимание того, что происходило в Британии в момент римского завоевания. 5200 монет. Серебро и золото. Железный и ранний римский период. Уникальная серебряная чаша. Кости свиней — тысячи. Следы ритуального пиршества. И шлем. Серебряный, позолоченный. 1 век нашей эры. Римский парадный кавалерийский шлем. На лбу — богиня в окружении львов. На нащечнике — римский император на коне. Над ним — крылатая Виктория. Под копытами — поверженный враг. Один из 5 таких шлемов в мире. Реставрировали 9 лет в Британском музее. Собирали из 1000 фрагментов. Когда достали из земли, это была куча ржавого металла размером с кулак. Стоит сейчас в Харбор Мьюзиум. Рядом скелет собаки. Собаку зарезали специально. Нашли там же, среди монет. Ритуальная жертва — страж клада в другом мире. В 2012 году в том же месте нашли серебряное кольцо с надписью «Тот». Это имя кельтского бога Тоутатис, аналог Марса у римлян, бог войны и защиты общины. Значит, это было его святилище. Здесь ему молились. Теперь версия, которая переворачивает все. Шлем римский, 43-й год нашей эры, год вторжения Клавдия. Клад датируют примерно этим временем. Значит, рядом только что прошли римляне. Кто принес в кельтское святилище римский шлем? 3 варианта. 1 — трофей. Убили римского офицера и принесли его шлем богу. Стандартная практика у многих народов. 2. Дипломатический подарок. Римляне иногда дарили местным вождям военное снаряжение, чтобы купить лояльность. 3. И это самая интересная версия. Кельтский воин, который служил в римской армии. Известно, что кельты воевали на стороне Рима, как наемники, как союзники. Может, он вернулся из похода и принес свой шлем богу Тоутатису, в благодарность за то, что выжил. Этот шлем, возможно, первое прямое вещественное доказательство такого воина, не из текста, из земли. Кен Уоллес получил 150 тысяч фунтов. Детектор за $300 окупился неплохо. Но про само место еще одна деталь. Кости свиней, которые нашли рядом с монетами и шлемом, это остатки пира, ритуального. В кельтской религии пир у святилища — это не просто еда. Это способ разговора с богами. Ты ешь вместе с ними, ты оставляешь им часть, они слышат тебя. 1000 костей значит десятки пиров на протяжении нескольких поколений. Это значит, место работало. Люди приходили сюда из года в год, молились Тоутатису, кормили его свиньями, бросали в яму монеты и в какой-то момент принесли шлем. Мы не знаем, за что они благодарили. За победу, за урожай, за то, что Рим пришел и они выжили, или наоборот, за то, что удалось договориться, воевать на стороне Рима и вернуться. Кости, монеты и шлем — это 3 слоя одной истории, которую мы пытаемся прочитать по фрагментам. Шлем стоит в музее в Харбора, там же скелет собаки, страж. Сколько молотов Тора нашли за всю историю поиска? Около 1000. По всей Скандинавии, Исландии, Британии, Прибалтике, России. В основном серебро, иногда железо, иногда золото. Размер с ноготь, максимум с большой палец. Форма везде похожа, что-то вроде перевернутой буквы «Т». Короткая рукоятка, широкий верх. 150 лет ученые спорили, это молот Тора или просто Т-образная подвеска. Может, христианский крест в другой пропорции.
Может, что-то совсем другое. Прямых доказательств не было, только предположения и параллели с текстами из Эдды. Про Эдду коротко. Это скандинавские мифологические тексты XIII века. Там описан Мьёльнир, молот Тора. По мифу его выковали гномы Брок и Синдри. Тор мог бросать его как угодно далеко, он всегда возвращался. Мьёльнир защищал богов от великанов. Им освящали браки и похороны. Он был одновременно оружием и символом порядка. Но связать эти подвески с текстом — это одно, доказать — другое. Пока в 2014 году на датском острове Лолан детекторист не нашел один такой молот — серебро, X век, чуть больше сантиметра. На нем руническая надпись «Хмар X Ис». Это молот. Все. 150 лет споров — один предмет. Меньше большого пальца. Теперь про то, зачем их носили. Скандинавия в X веке — это зона религиозного конфликта. Христианство приходило с юга и запада. Старая вера Асатру, поклонение Одину, Тору, Фрейру, сопротивлялась. Историки давно заметили, количество молотов Тора резко выросло именно в период христианизации, в ответ на распространение нательных крестов. То есть вы носите крест, мы носим молот. Не просто украшение, знак принадлежности «я не ваш». Шведский исследователь, изучавший молот из Хайленда, сказал буквально, это было желание не расставаться со старой верой, когда христианство добралось до Скандинавии. На одном из молотов нашли рунический заговор. Кто-то написал: «Пусть Тор защитит его своим молотом, который пришел из моря. Отгони зло от Бофи». Кто такой Бофи, неизвестно, но кто-то за него очень переживал. Носили такие молоты в основном женщины, примерно 10% в мужских могилах. Остальные женские. Или вообще не в захоронениях, а в кладах и поселениях. Есть один интересный факт про самого Тора. По скандинавской мифологии Мьёльнир, молот, использовали не только в битве. Им освящали браки, им освящали мертвых перед погребением, им благословляли новорожденных. То есть молот был одновременно оружием и символом жизненного цикла, от рождения до смерти, под молотом Тора. И вот кто-то в X веке надел этот символ на шею. В момент, когда христианские миссионеры говорили «твои боги не настоящие, есть только один бог», ответ — маленький серебряный молот. «Мой бог — вот». Женщина из X века где-то в Дании надела молот на шею. Может, просто верила в Тора, может, сопротивлялась монаху, который пришел крестить деревню. Может, и то, и другое. Датский молот с надписью «Это молот» сейчас хранится в Национальном музее Дании в Копенгагене. Маленький, с ноготь. Но именно он закрыл научный спор, который длился 150 лет. Эрленд Бур, 51 год, город Соло на юге Норвегии. Врач ему сказал: «Хватит лежать на диване, иди гуляй, купи хобби». Бур купил металлодетектор, первый в жизни. Август 23-го года. Первый выход — берег. Ничего, кроме мусора и дешевого кольца. Решил попробовать чуть выше по склону, на острове Ренесёй у Ставангера. Детектор пискнул сразу. Он поднял горсть монет и решил — шоколадные. Из мультика про пиратов. Не шоколадные. 9 золотых подвесок, 3 золотых кольца, 10 золотых шариков. Больше 100 граммов чистого золота. 1500 лет в земле. Ученые Ставангерского музея потом сказали: «Золотая находка века в Норвегии». Теперь про сами подвески, потому что они необычные. Это брактиаты, тонкие золотые диски с тиснением на одной стороне. Такие делали в эпоху великого переселения народов, примерно 400-500 лет нашей эры. Около 1000 таких нашли по всей Скандинавии. Обычно на них бог Один, исцеляющий коня своего сына Бальдра. Но на этих только конь, и у него высунут язык. Ноги подогнуты под странным углом, он явно болен. Ученый Сигмунд Эрль из того же музея объяснил, это символ болезни и одновременно надежды на исцеление. Как христианский крест, который в то же самое время распространялся по Римской империи. Крест тоже символизировал смерть, но и воскресение. То есть скандинавская золотая подвеска с больным конем — это примерно то же самое, что нательный крест, только другой бог.
Кто положил это в землю и зачем, неизвестно. Может, жертва, может, прятали от набега, может, просто верили, что земля сохранит. Норвежский закон «все старше 1503 года принадлежит государству». Бур не получил ничего, кроме вознаграждения. Детектор окупился. Подвески хранятся в археологическом музее Ставангера. Сентябрь 2025 года. Детекторист в округе Клуж, Трансильвания. Сигнал. Копает. 121 золотой предмет. Возраст от 3200 до 3400 лет. Это глубокий бронзовый век, время Трои, время Микен, когда Египтом правили фараоны Нового царства. А здесь, в Трансильвании, кто-то закапывает 121 золотую вещь. Большинство — серьги. Маленькие из тонкой золотой проволоки, целых 116 штук. Но одна вещь выбивается из всего. Спиральное кольцо из толстой золотой проволоки с закрученными концами. Куратор музея Малвин Каурак сказала, аналогов этому кольцу в Румынии нет, нигде, ни в одной коллекции, ни на одном другом раскопе. И главная деталь. До этой находки в округе Клуж не было вообще никаких следов поселений того времени. Ни керамики, ни костей, ни угля. Ничего. Это место не было на карте бронзового века. Один детектор это изменил. Министр культуры Румынии приехал лично, сказал «бесценно». Кто закопал — неизвестно. Как называли себя эти люди — неизвестно. Каким богам молились — тоже. Две основные версии — клад, спрятанный в опасности, или ритуальная жертва богам, которых мы даже не знаем по именам. Потому что люди, которые это закопали, они не оставили письменности, не оставили имен богов. Только золото. 3400 лет в земле. Минута. Чтобы это почувствовать. 3400 лет назад это было за 1000 лет до того, как Александр Македонский прошел через Персию. За 500 лет до основания Рима. За 700 лет до Первой Олимпиады. Тогда люди еще писали клинописью. Египет строил храмы в Луксоре. Финикийцы только начинали торговать по Средиземноморью. А где-то в Трансильвании кто-то зарыл 121 золотое украшение. И детектор нашел их в 25 году. Расстояние между этими двумя моментами — 34 века, а физический предмет — тот же самый. Май 2026. Румыния. Округ Прахова. Изолированный холм рядом с городком Урлать. Никаких дорог поблизости, никаких следов жилья. Детекторист идет туда специально. Именно такие места иногда оказываются ритуальными. Без дорог, без деревень, просто холм. Сигнал у большого камня. Он копает 25 сантиметров. Находит маленькие железные колеса, уложенные по кругу. Внутри 3 плотно свернутых золотых обруча. Не кольца, шейные ожерелья. Каждая свернута и сжата, чтобы уместиться в ямку. Общий вес золота больше 300 граммов. Возраст около 3000 лет. Под ними бронзовый браслет и снова железные колеса, как рамка. Ученые смотрели долго. Вывод. Это не случайная потеря и не спрятанный клад. Предметы уложены намеренно, аккуратно. Кто-то пришел на этот холм с конкретной целью, положил все в яму и ушел навсегда. Железные колеса — ритуальный символ солнца. В бронзовом и раннем железном веке колесо было одной из базовых религиозных метафор в Центральной Европе. Солнечная колесница — бог, который едет по небу. Золотые ожерелья рядом с солнечными колесами, на изолированном холме. Это жертва. Скорее всего, это жертва. Холм добавили в список мест для будущих раскопок. Что там происходило 3000 лет назад, будет ясно позже. Но сам факт, что в мае 26 года это подняли из земли, напоминает простую вещь. Земля не торопится. Но в конце концов отдает все. 2 клада из Румынии в одном видео — не случайность. Трансильвания и Карпаты — это один из самых насыщенных регионов для детектористов в Европе. Там буквально под каждым холмом что-то. Бронзовый век, даки, римляне, средневековье, слой за слоем. Просто копай в правильном месте. Ноябрь 2025 года, Индия, Тамилнад. Деревня Кавилур, холмы Джаваду. Рабочие реставрируют храм Шивы. 13 век, поздняя эпоха Чола. Копают под полом в самом святом месте, под алтарем, под Гарбха-Грихой. Это буквально чрево дома,
самое внутреннее пространство храма, где стоит главный идол. Лопата бьет в глиняный горшок. Горшок запечатан. Внутри 103 золотые монеты. Уложены стопками. Идеально сохранились. На каждой кабан. Символ королевской власти, знак империи Виджаянагара. Про Чола отдельно, потому что это важно. Чола — одна из самых долгих в истории правящих династий. Больше 1000 лет. В период расцвета с X по XII век они контролировали не только юг Индии, но и Шри-Ланку, часть Малайзии, острова Индонезии. Это была морская империя, с торговыми маршрутами по всей Юго-Восточной Азии. Золото в храмах эпохи Чола — это не просто жертва, это банковская система. Храм принимал вклады. Храм выдавал займы торговцам, которые шли через Индийский океан. Когда торговец возвращался с прибылью, он часть отдавал Богу, который хранил. Виджаянагара пришла позже и продолжила ту же традицию. Монеты с кабаном чеканили при правителях вроде Харихары II и Кришна-Девараи. Потом пришли работники с металлоискателем по всему периметру, чтобы не пропустить ничего рядом. Больше ничего не нашли. Только эти 103 монеты. Теперь про смысл. Индуистский храм в эпоху Чола и Виджаянагара — это не просто место молитвы. Это банк. Торговцы вкладывали туда золото. Храм выдавал займы. Хранил резервы на случай засухи или войны. Золото под алтарем — это не просто жертва. Это Шива сохранит. Надежнее любого сейфа. Прошло 6-8 веков. Шива сохранил. Монеты сейчас в казначействе округа, изучаются специалистами. И деталь, которую нельзя не упомянуть. Местные жители говорят, монеты нашли сразу после начала засухи в деревне. Совпадение или нет, каждый решает сам. Октябрь 2025. Таиланд. Провинция Накхон-Рачасима. Храм Ват Хамачак Симарам. В этом храме лежащий Будда. 12 метров. Вырезан из песчаника. Возраст несколько веков. Это место паломничества. Рабочие пришли реставрировать основание. Одна лопата и глиняная амфора. Внутри 33 предмета. Золото, серебро, бронза. Золотые пластины с выбитым изображением Будды. Серебряные серьги со спиральным узором. Бронзовые украшения. Датировали 7-8 век нашей эры. Это эпоха Дваравати. Раннее буддийское царство в Юго-Восточной Азии. Дваравати – одно из самых малоизученных государств в истории. О нем почти нет письменных источников, только находки. Монеты с санскритскими надписями, колеса Дхармы, символ учения Будды, каменные рельефы. Именно через Дваравати буддизм пришел в Таиланд, из Индии и Шри-Ланки. Это был живой маршрут. Монахи шли пешком, везли тексты, образы, традиции. Останавливались в таких местах, у таких храмов. Каждый тайник под статуей Будды — это часть этого маршрута. До этой находки храм считался важным, но не исключительным. Теперь иначе. Потому что датировка говорит, люди молились здесь на несколько веков раньше, чем думали. Но это еще не все. Когда первый тайник достали, прошлись детектором по всему основанию Будды. Нашли второй уровень, ниже. Другие предметы. 2 тайника. Под одним Буддой, в разное время, разными людьми. Буддийская традиция — закладывать реликвии, сари, в основание ступ и статуй. Ты вкладываешь часть мира в тело Будды, чтобы он был живым, чтобы статуя была не просто камнем, а вместилищем. Эти 33 предмета — части того, во что кто-то верил. В VII веке, за 1300 лет до нас. Февраль 2015. Кесария, Израиль. Группа аквалангистов, 6 человек, ныряет в гавани просто так, для удовольствия. На дне монеты. Один поднял несколько штук. Посмотрел. Решил игрушечные. Сувениры для туристов. Не игрушечные. Они сообщили властям. Пришла морская археологическая служба с металлодетекторами. 2 часа работы. 1000 монет. Директор службы Якоб Шарвит говорил потом, когда мы вынырнули и сняли маски, мы просто орали от счастья. Под водой этого не сделаешь. Через несколько дней еще 1600 монет. Итого больше 2600 золотых динаров. 7,5 килограммов золота. Крупнейший клад в истории Израиля. Все монеты фатимидские.
X-XI век. Фатимиды, шиитский халифат, правили из Каира, контролировали Северную Африку, Сицилию, Палестину, торговые пути до Китая. Это была большая цивилизация. Монеты – идеальная сохранность. Куратор отдела объяснял: золото – благородный металл. 1000 лет на дне моря не оставили следов. Подняли – и сразу музейный экспонат. На некоторых следы зубов. Купцы проверяли золото, кусали. Мягкое – настоящее, твердое – подделка. Куда эти монеты плыли? Скорее всего, в Каир. Налоги с провинции, или жалование гарнизону, или выручка торгового корабля. Шторм решил иначе. И вот деталь, которую здесь обычно не говорят. Находчики не получили ничего. В Израиле закон жесткий. Все найденное принадлежит государству. Никакого вознаграждения. 5 лет тюрьмы за сокрытие. Шарвит назвал их образцовыми гражданами. Монеты выставлены в Музее Израиля в Иерусалиме. Часть в постоянной экспозиции. Весна 2025-го. Трансильвания. Городок Бриаза. 2 детектористов работают вместе. Серебро, кольца, браслеты, пряжки. Несколько штук. Дакийская работа. Само по себе красиво, но не сенсация. Дакийское серебро в Трансильвании находят. Сенсация в другом. В округе Муреш до этого момента никогда не находили следов даков. Ни керамики, ни монет, ни строений. Одна находка это изменила. Местные власти написали, скорее всего, украшения принадлежали аристократке. Слишком богато для простого человека. И, возможно, были использованы как подношение неизвестному божеству. Про даков и смерть отдельный разговор, потому что это необычный народ. Геродот и другие античные авторы писали, даки шли в бой без страха смерти, потому что верили, смерть — это переход, и что они вернутся к своему богу Залмоксису. Залмоксис, по одной из версий, был человеком-учеником самого Пифагора, по другой — богом изначально. Он ушел под землю на несколько лет, а потом вернулся и сказал: «Те, кто верит, не умирают. Они просто переходят ко мне». Даки верили, настолько, что посланников к Залмоксису бросали на копья, как почтальонов в другой мир, и считали это честью. Что за ритуал был связан с серебром из Бриазы, это теперь надо исследовать. Первый физический след в этом месте. С него начинается история, которой раньше не было. Даки исчезли как самостоятельный народ в 106 году нашей эры. Троян завоевал их после 2 жестоких войн. Провинция Дакия стала римской. Язык даков умер. Имена богов почти все утрачены. Залмоксис – один из немногих, кто остался в источниках. Геродот писал о нем с осторожным недоверием, Страбон – с интересом. Платон упоминал дакийских врачей-философов. Но что именно они делали у своих священных мест, мы восстанавливаем по фрагментам. Серебро из Бриазы – еще один фрагмент. Одна находка. 2 детектористов. Весна 25-го. И еще один кусочек картины, которую мы собираем 3 тысячелетия спустя. Сентябрь 2014-го. Шотландия. Округ Киркут-Брайтшир. Земля принадлежит церкви Шотландии. Дерек Макленнон, детекторист из Эйршира. Он ходит по этому месту больше года. С разрешения. Вместе с 2 священниками, пастором Дэвидом Бартоломью и пастором Майком Смитом, которые тоже любят металлодетекторы. В один день сигнал. Серебряный браслет. Макленнон смотрит на него, поворачивает, видит рисунок и кричит: «Викинг!». Начинают копать аккуратно. Появляются браслеты, слитки, монеты, украшения. Думают, все. Начинают упаковывать. Делают последний проход детектором для страховки. Сигнал на той же глубине. 2-й уровень, втрое больше 1-го. И в нем серебряный нагрудный крест с цепочкой. Лежит лицом вниз, перевернут. Пастор Бартоломью потом рассказывал: когда археолог перевернул его, я увидел богатую декорацию с обратной стороны. Это был момент, который перехватил дыхание. Дальше больше. В самом центре 2-го уровня маленький серебряный сосуд с крышкой, 10 сантиметров высотой. На нем зороастрийские символы, леопарды и тигры. Ученые говорят, сделан в Центральной Азии, примерно в VI-VIII веке.
Как он оказался в Шотландии – отдельный вопрос. Внутри сосуда 27 предметов. Каждый завернут в шерсть, бережно. Среди них хрустальный флакон в золотой оправе. И на нем имя. Потом расшифровали. Епископ Хигуальд. Реальный человек. Нортумбрия. 8-9 век. В феврале 2025 года, 11 лет спустя после находки, ученые наконец расшифровали надпись на одном из браслетов. Англосаксонские руны. Dis is igna F. Это богатство общины. Это слово в староанглийском часто обозначает религиозную общину, монастырскую братью. Вся картина сложилась. Это не личный клад, это имущество монастыря. Версия. Где-то в Нортумбрии христианская монашеская братья собрала свое золото, реликвии, серебро и закопала. Потому что викинги грабили монастыри один за другим. Линдисфарн разграбили в 793-м, потом другие. Монахи бежали с реликвиями куда могли. Хрустальный флакон с именем епископа, крест, азиатский серебряный сосуд, серебряные браслеты с англосаксонскими именами, норвежские монеты. Все в одной яме в Шотландии. 4 культуры, 2 континента. 2 религии, если считать зороастрийский сосуд. 1 клад. Оценка – 2 миллиона фунтов. 2,5 миллиона долларов. Вознаграждение поровну. Макленнан и Церковь Шотландии. По миллиону каждому. Но тут скандал. В 2019-м церковь подала на Макленнана в суд. Утверждали, он не выполнил какое-то устное соглашение о дополнительном разделе денег. 4 года тяжбы. В 2023-м мировое соглашение. Условия засекречены. Детекторист нашел сокровище на земле церкви. Церковь его засудила. Помирились тайно. Полная история галлоуэйского клада до сих пор не рассказана. Часть ее заперта в юридических документах. Но вот что мы знаем точно. Когда монахи закапывали этот клад, они не думали, что никогда не вернутся. Так не думают. Думают, переждем набег, вернемся, достанем. Крест лежал перевернутым. Это важно, не случайно. В некоторых традициях перевернутый крест при захоронении – это знак здесь. Метка для своих, чтобы знали. Только свои не вернулись. Или вернулись и не нашли, или место стало чужим, и крест пролежал лицом вниз 1100 лет, пока пастор Бартоломью не увидел его в яме. Хрустальный флакон с именем епископа Хигуальда. Ученые проверили, такой епископ действительно существовал. Нортумбрия, 8-9 век. Но откуда флакон из Центральной Азии оказался у нортумбрийского епископа, это уже другая история. Шелковый путь работал, паломники ходили. Дипломатические подарки шли из Багдада в Йорк. В этом кладе кусок всего средневекового мира, сжатый в яму на шотландском болоте. Национальный музей Шотландии купил его в 2017-м. Возил на выставку в Австралию в 2025-м. Посмотреть на него вживую можно в Эдинбурге. Там стоит. 15 историй, 15 разных богов. Шива и Тор, Христос и безымянные боги бронзового века, кельтский Таутатис и Аллах в золоте Андалусии. Залмоксис, которому даки шли умирать добровольно. Будда, которому несли золотые пластины в VII веке и еще раз через 100 лет. Все они получали одно и то же, самое ценное – золото, серебро, иногда – жизни. И все они ушли. Точнее, ушли под землю вместе с теми, кто верил. Но земля не переваривает металл, металл остается. И вот что странно. Во всех этих историях разные боги, разные молитвы, разные ритуалы, но поведение одинаковое. Кельт в I веке закапывает серебряный шлем в яму у дерева. Буддийский монах в VII веке кладет золотую пластину в основание статуи. Монахи в IX веке прячут причастную чашу в болоте. Мусульманка в XI веке надевает золото с именем Бога на запястье. Страх, надежда – самое ценное Богу. Это не религия конкретная, это что-то глубже. Это способ справиться с тем, что ты не контролируешь. И металлодетектор в 21 веке поднимает это из земли. И мы смотрим и узнаем что-то свое. Кто из 15 богов этого видео кажется тебе самым странным? Напиши в комментариях. Интересно, кто больше удивил? Фотографии всех находок и официальные страницы музеев в описании к видео.
Там стоит посмотреть, вживую все выглядит иначе, чем в тексте.